Привет, мои дорогие! Будет ли встреча с загаданным мужчиной, загаданным партнером, человеком, которого вы любите и который вас интересует? Будет ли с ним или с ней, если вы мужчина, встреча? С чем пожалует, чем обрадует? Позвонит, напишет ли? Я хочу сказать, что мои видео все заговоренные на любовь, и очень часто бывает так, что это привлекает любовь, и человека привлекает, чтобы о себе дал знать. На Ленорман буду смотреть и на Таро. Такое золотое Таро, очень классное. И Ленорман. Можно, конечно, выбрать себе карты, которые откроют вам правду ваших отношений на теперешний момент и что будет дальше. Советую смотреть все видео, потому что вы никогда не знаете, где будет для вас четкий и полноценный ответ. Итак, загадайте своего человека и себя. Можно произнести свое имя своим голосом. Это будет и ваш самый лучший вход в мой расклад. Это моя авторская методика, дорогие мои. А также, пожалуйста, если у вас есть желание, произнесите имя человека, о котором вы спрашиваете, или представьте его себе энергетику, потому что красота человека – это не внешние признаки, а это энергетика. И высшие силы видят его как энергию, как свет, да, и вас, и всех людей. Поэтому представьте себе его энергию, или же его внешние признаки. Энергия часто передается в ауре человека, то есть вот в его, как бы сказать, запах его, да, вот парфюм, которым он пользуется, или вообще как это сочетается с ним, как с личностью, его кожу. Кожа – это важно, да. Так, в своей коже он, вы в своей коже. И мы посмотрим, будете ли вы вместе. Итак, мужчина или женщина, загадывайте. Сведет ли еще судьба? Кстати, вот даже я рекомендую смотреть, если человека пока у вас нет. Потому что так бывает, что карты показывают для одиноких сердец будущие отношения или показывают то кармическое, что нужно исцелить для того, чтобы начинать новые полноценные отношения. Все готово. Итак, будет ли встреча с загаданным вами человеком? Смотрю только прямые в этих рамках. Это карта «Смерть». И на самом деле вы думаете, ой, какая страшная карта. Нет, она говорит, что будет обновление отношений, потому что карта «Смерть» показывает именно обновление отношений, что отношения будут продолжаться, и они будут обновляться, и они будут новыми, и они возможны. Потому что белая лошадь – это новое начало, это символ начала. Символ начала. Карта «Туз жезлов». Он теперь один, если вы волнуетесь, есть ли у него еще кто-то сейчас. Он теперь один, он, может быть, страстно желает вас, и, может быть, он тоскует без вас, переживает о том, что он, может быть, сказал. У него есть желание вас увидеть, страсть есть желание. Королева жезлов, да, именно вас хочет увидеть, потому что королева жезлов – это именно вас хочет увидеть, и он хочет расчистить все пути дорожки для вашей встречи, потому что пажи – это поиск пути, поиск решения, поиск встречи с вами. Вот чего он хочет, о чем он мечтает. Он мечтает с вами встретиться, это точно. И он, может быть, сейчас убирает преграды, он, как, знаете, если кто-то наговорил на вас, он хочет как бы закрыть им рот, другими словами, да, этот меч вы видите перед собой. То есть он очень конкретно и без всяких увиливаний от правды хочет сказать всем недоброжелателям, что он с ними не согласен. Также паж меча иногда показывает на мужчине негативное влияние, да, или приворот, или какая-то ведьма что-то делает, в общем, ему не на пользу. Это может быть зависть, это может быть выпивка какая-то, где он лишнее сказал или сделал. Это злость других людей, досада на него, это может быть ревность другой женщины в прошлых отношениях или вообще другой женщины. Часто показывает на врагу, на какую-то магию, да, плохую компанию, может быть, и удар от того, что он в плохой компании, какие-то переживания и какие-то стрессовые мысли, которые сейчас его одолевают. Это может быть. Итак, выйдет ли на связь и с чем пожалует? Это королева
Пентаклей. Карта очень хорошая, конструктивная. Она говорит, да, мужчина выйдет на связь обязательно. Он даже может пожаловать с подарком или сюрпризом именно для вас. Смотрите, здесь карта справедливость, старший аркан вышел, да, второй старший аркан. И справедливость говорит о том, что он получил по заслугам, можно сказать, если вы с ним поссорились. Потому что вы сказали все, что вы думаете, честно о нем. Вы высказали свое мнение, правильно сделали. Потому что зачем скрывать то, что на самом деле происходит? Да? Нужно снять эту занавес недопонимания и лжи, и обмана, и то, что вас мучает, тревожит, беспокоит. Все вы ему высказали честно, прямо, конкретно. И он знает, что это правда, поэтому он, может, разозлился, и, может быть, он даже среагировал, потому что он знает, что это правда. Да, отношения ваши были суждены для вас судьбой, это 10 чаш. Не зря вы с ним встретились, вы должны были быть вместе, и это сама судьба. Даже если вы какую-то карму вместе прошли, то есть что такое карма? Это в прошлых жизнях вот вы так сформировались, что вам было сложно с друг другом, да, потому что прошлая карма – это показатель характера. Может, ваши характеры не сходятся, может, разные предпочтения, вы не могли долгое время договориться, или же какие-то были сердечные привязки из прошлого у кого-то из вас, или же у вас были какие-то хлопоты финансовые, бытовые, которые вам мешали, например, неустроенность жизни с вашей, или неустроенность жизни с его стороны, да, и это вам, конечно, мешало для того, чтобы продолжать, и были отношения нормальные. С чем он пожалует? Он что-то уже будет решать. Он знает, что он виноват, пожалует он, вот поджав хвост, чувствуя, что он виноват. Он хочет пожаловать с подарком, у него вот такая идея. И он хочет сделать вас счастливой, что на самом деле каждый мужчина должен хотеть, да. Туз меча. Есть те, кто мешают вам, есть, конечно, те, кто строит преграды, есть те, кто вам мешают вашим отношениям. Но знаете, вот эта карта маг вместе с тузом меча, конечно, каждая карта приобретает значение в зависимости от того, какая карта рядом. Карта маг показывает, что на нем может быть сильная магия, на мужчине. Да. Кто-то хочет, чтобы он действовал по их правилам, жил. И здесь туман есть, да, 7 чаш – это именно туман в отношениях, потому что есть люди, кто препятствует, есть люди, кто туман вносит в отношения, кто пробует помешать отношениям. 7 чаш могут быть его страхи, ваши страхи, это могут быть вот те различия, которые вы испытывали раньше. Это может быть 7 таких основных вех. Это могут быть как и хорошие вехи, так и плохие. То есть те события в вашей жизни предыдущие с ним, которые, в принципе, оказали огромное влияние на ваши отношения. Какие-то события. И люди. По карте маг это люди и обстоятельства. Ваши отношения долгое время претерпевали какие-то качели. Это может у многих проиграться, дорогие мои, у многих, что отношения долгое время претерпевали какие-то турбулентные энергетики. Мужчина в любом случае страстно к вам относится, у него есть страсть к вам. У него есть страсть. Да, он хочет прийти как кавалер, как достойный рыцарь и хочет показать вам, что он на деле. И может, вы ему говорили, что он там не способен на то или другое. Он на деле хочет показать свои чувства. Мы, девочки, часто не видим, что у мужчин основная составляющая любви – это, конечно, как он себя чувствует с женщиной, чувствует ли он себя с ней комфортно, героем или нет. Да? Не так ее внешность, потому что у любого мужчине может подойти 90% женщин, в принципе. У них в основном вот это ощущение, я вот рядом с ней человек достойный или нет. То есть вот его отношение к себе, но любое отношение к себе человека, оно связано с тем, кто рядом. Вот видите, карта подтвердила мои слова очень четко. Потому что часто так бывает, что мы не сознаем. Любой человек, который близко к нам, резонирует с нами. Он резонатор, да? И, например, вот мужчина, вот он у вас, пожалуйста,
Паж жезлов, да, пажи — это те, кто ищет, хлопочет о своем достоинстве. Он хлопочет, как каждый из нас, о своем достоинстве. И любая личность рядом с ним — это резонатор его отношения к себе, как рикошетом отбивает, да. И мужчина любой будет с той женщиной, которая резонирует с ним в сторону самоуважения, уважения к нему. Карта Колесница говорит, что будет все очень быстро меняться. Чем он вас обрадует? Он очень хочет обрадовать, да, он хочет настоящим мужчиной быть. По карте Колесница это тот, кто принимает решения. Как говорят, don't beat around the bush. То есть он не хочет мимо цели попадать, он хочет попасть именно в цель. То есть он хочет к вам прийти именно в тот момент, когда вы в нем нуждаетесь. Третий старший аркан, четвертый, да, расклад очень мощный, он показывает правду. Двойка жезлов, конечно, показала, что сейчас две пути, две дороги открыты к вам. Он действительно следит за вами. Вот земной шар — это и есть интернет, да. Он следит за вами, он хочет увидеть, кто вы, где вы сейчас, с кем вы. Ему очень важно знать, с кем вы. Особенно этот вопрос его очень мучает, потому что человек очень ревнивый. Ему нужно посмотреть, где вы и с кем вы. Любовь есть, привязанность есть, но и там много других чувств тоже присутствует, да. Он следит за вами, земной шар в руке, видите, он хочет с вами увидеться. Да, действительно, вы королева чаш. Вот карты четко отвечают на вопросы, поставленные, да, в раскладе. Вы королева чаш, то есть мужчина хочет показать вам себя, хочет посмотреть на вас, он хочет с вами связаться, потрогать вас, да, ну, в смысле обнять там и все такое. Королева чаш — это женщина, которую любят, с чем пожалуют. Вы увидите в глаза, может, он так много и не скажет, но вы увидите в глазах. Вы увидите в глазах страдания. Какое-то это девятка меча, вы увидите в глазах его страдания, что он хочет быть с вами, страдает без вас, хочет быть с вами, и ему без вас плохо, одинокая постель, да? Это именно карта одинокой постели и разочарований в своей жизни. У него есть это разочарование. Давно уже это у него, давно никого нет. Если вы думаете, если у него кто-то, если вы, например, с ним имеете отдельные дома, да? Четверка меча говорит, что давно никого нет у него, и давно он хочет с вами связаться. Давно. Не все должно с вами резонировать, что я говорю. Кое-какие фрагменты резонируют больше, кое-какие меньше. Даже заказанные расклады работают по такому параметру. Я не принимаю заказов, и меня нет в ТикТоке, WhatsApp, чтобы вы знали. Просто говорю вам, чтобы не велись на это все. Я делаю только общие расклады, потому что верю, что так могу вам лучше всего служить. И будет ли встреча, с чем пожалует, вот эта карта четко показала, что встреча действительно будет. Пожалует он с новыми предложениями, как жить вместе, с радостью, с какими-то сюрпризами, подарками для вас. У очень многих это проиграется. Вот именно этот параметр у очень многих проиграется, что он пожалует с тем, что он хочет, чтобы вы его услышали, чтобы были перемены, чтобы в этот раз все получилось так, как нужно. Девятка пентаклей — это очень хорошая карта. Это просто карта радости, благополучия. И когда вот бытовые препятствия больше между вами не будут возникать. Здесь также могут быть препятствиями третьи лица, всякие негативные люди, влияние других женщин, других людей. Вот то, что вам мешало до сих пор. Подумайте сейчас об этом и знайте, что когда он к вам пожалует, чем обрадует? Тем, что он просто больше не будет делать то, что делал раньше негативное. Да? Он больше не будет, может, реагировать на что-то, может быть, он не будет верить этим сплетням, может быть, он не будет реагировать на ваши слова, как раньше. Он хочет с вами взаимодействовать, и в этот раз он просто придет с четким желанием, что чтобы отношения продолжались, он знает, что многое зависит от него. Раньше он не знал, что многое зависит от него, или не хотел знать. Но вот это у очень многих проиграется, потому что последняя карта. Девочки, каждый раз, когда будете прослушивать, и мальчики, да, каждый раз что-то другое будете слышать, потому что и в этом и есть магия предсказаний, таинство гадания. Итак, сейчас мы смотрим на Ленорман.
И в Ленорман у нас сигнификаторы. Как я уже говорила, to sign – подписать. И отсюда слово сигнификатор, то есть главный. Да? Его подпись, ваша подпись – это ваши портреты, ваши двойники, которые ко мне сюда прилетели в Ванкувер. Кто не знает, откуда я, и отсюда мы с вами беседуем. Ну что ж, начнем, да? Сейчас будем смотреть, чем он пожалует, дорогой наш. И в начале диагностика, даже я бы сказала, при диагностике, он вышел сразу, он не прячет себя. Он вышел сразу, смотрит он на карту гроб, ему очень плохо одному. То, что он сейчас один и у него нет других женщин, это однозначно. Потому что об этом карта гроб. Он боится одиночества, боится стареть, боится одиночества, боится, может, своих привычек плохих. Если, например, он там выпивает или еще что-то, но ему сейчас очень плохо одному. Лиса – это та соперница, если она была у кого-то. И для людей, которые спрашивают о сопернице, лиса уходит от него. Видите, в картах Ленорман важно, что происходит в направлении карт. То есть он отвернулся от соперницы, соперница уходит. Это говорит о том, что соперницы больше, в принципе, не будет между вами. Итак, сейчас мы ищем госпожу, то есть вас. Вы пришли тоже сразу. В принципе, препятствий сейчас для встречи абсолютно нет. Сейчас самое лучшее время для встречи у вас. У многих это проиграется. Смотрите, что у вас. Вы смотрите, если так разобраться, вы смотрите друг на друга, да? Потому что он влево, вы вправо. Это очень хорошо. То есть глаза в глаза. Это значит, что возможность встретиться огромная. Вы смотрите на карту, идете даже к карте букет, а это говорит встреча, чувственность, страсть и такое все. Свидание, да, это все букет в этом случае. Солнце вышло, да, мужчина как солнце для вас, его энергия вам подходит, он вас заводит, и так это и было раньше, у вас отношение к нему такое страстное, и у него к вам солнце очень хорошая карта. Она говорит, что будет успех. Теперь сзади вас карта дерева. Вот или же сзади имеется в виду, что родственники мешали, да, и ему, и вам. То есть хотели, чтобы вы другого нашли, думали, что для вас идеал найдут. Но когда родственники хотят найти для вас идеал, они того сами не ведают и не знают, что мешают человеческому счастью. Потому что любое человеческое счастье не чуждо и плюсы и минусы, да, идеала не бывает. Это, наверное, родственники хотят, чтобы вы одна были подсознательно, или он один был. Дерево – это у вас сейчас, может быть, вы чувствуете энергию, теряете, и состояние такое, что вы хотели бы пополнить свою энергию, да, дерево и букет, вы хотели бы быть сильнее, может, вы просто устали очень, устали от турбулентности этой, да, от жизни такой, которая то вниз, то вверх, вот это все, вы от этого устали. Угу. Смотрим дальше. Карта крысы. Кто-то с вами играет в какую-то игру, нечестную игру. Кто-то хочет действительно помешать вам и мужчине. Потому что карта крысы – это помехи, это третьи лица, это люди психически нездоровые, ревнивые. Это их злость, может быть ревность, это может быть даже какое-то негативное влияние, досада, ненависть, какие-то грязные хлопоты каких-то крыс, да? Разговоры, пересуды, крысы и плетки. Плетки – это когда, знаете, как язык как помело, можно сказать, да, кто-то действительно как плетка, это ляпает языком, как у нас когда-то такое говорили, да, без толку, вот негативные мысли, негативные слова, негативные поступки. Это могут быть люди, которые мешают вашим отношениям. И еще, если эти карты выходят вместе, это, конечно, кто-то считает потери, кто-то хочет, чтобы у вас не было счастья, кто-то хочет помешать вашему счастью, кто-то, какой-то враг вам мешает. И он хочет, чтобы вы играли в его игру, навязанную вам. Это может быть родственник, потому что карта крысы вместе с картой книга и плетки, это могут быть родственники, да, которые мешают. Или те люди, которых вы давно знаете.
И здесь, если вы в браке находитесь, то у вас может быть по карте кольцо, вот и крысы, это может быть, что вы живете с одним, любите другого. Это у некоторых, не у всех, конечно, проиграется, да. Или живете с мужчиной, а любите его виртуального, вот его версию такую, которая у вас в голове. Или есть какие-то чувства к другому человеку еще, и вы сами, может, себе в этом не признаетесь, но это у некоторых. Кольцо и дом. Ну, смотрите, карта-то очень хорошая, да, но эти крысы должны, в принципе, уйти. И кольцо и дом говорит, что вы, может, многие женитесь именно на том человеке, то есть выйдете замуж, да, который для вас будет очень даже позитивный, потому что кольцо кто-то выполнит обещание. С чем пожалует? С кольцом, с сюрпризом, несмотря на всяких крыс и недоброжелателей, да, мужчина пожалует с сюрпризом. Он что-то хорошее хочет привнести в вашу жизнь, он хочет вам помочь, он хочет сделать что-то очень приятное для вас. И подарок, может быть, готовит, или у кого-то это даже признание в любви, это сюрприз такой, как рука и сердце, да, и по книге человек вам по судьбе, ну это видно, да. Отношения у вас складывались нелегко, там все-таки были крысы и плетки. Крысы и плетки иногда, вот это 23-11, да, здесь по номеру можно видеть карты, что я много хочу выложить. И это может быть ваши ссоры. Препятствием между вами являются те слова, которые он сказал вам или вы ему, то есть ссоры. Это помехи и препятствия между вами. На самом деле некоторые ссоры бывают конструктивные, но любая ссора оставляет горечь. Крыса – это горечь и потери энергетики. Несмотря на то, что мужчина по судьбе, плетки и крыса могут показывать на кармическую отработку, которую вы вместе уже прошли. Какую-то печаль, огорчение и даже слезы, которые вы испытали с ним, да? Так. Волнение, Луна. Луна, кстати, тоже перемены в ваших отношениях. Луна это часто показывает то, что было вам непонятно многое, да. Было непонятно его поведение. Но перемены-то будут, но поведение его вам непонятно. Вообще другого человека понять практически нельзя. До конца, можно частично вот, понять. Человек будет стараться, наверное, помириться, скорее всего, по карте собака. Будет стараться найти к вам подход, да. Но вам кажется, это не покажется. Вот смотрите, иногда бывает, человек старается найти с нами подход, но мы этого не ощущаем, потому что он делает это по своим принципам, как говорят, по своим понятиям, да, если такой сленг простой, по своим принципам он действует, и вам даже будет казаться по карте развилка, что он вообще хочет поссориться, на самом деле он хочет найти общий язык. Но мужчины часто не умеют свои мысли выражать, они эмоционально часто, вот, понимаете, те поисторически мужчины, которые истерия, да, это все очень обидные для женщин слова, потому что намекает на ее женское начало, но мужчины сами, они истеричны внутри. И поэтому они вот часто молчат, как в рот воды набрали. Они такие истеричные внутри, их просто разрывает эта истерика. И карта развилка говорит, что вы ему не верите. Многие, кто сейчас смотрит, я вижу, что при Луне может быть встреча, свидание, он может даже прийти с сюрпризом, с каким-то подарком. Но вот тот подарок, который он выбрал, у некоторых проиграется, что вам не понравится он. Или вы скажете, ну что такое, мне что дешевое купил, потому что он жадный, скупой. Кстати, по этому раскладу, вот именно здесь, показано, что мужчина добрый, но скуповат, у многих проиграется. Но то, что он скупой, это же его такой мейкап, так он сделан, да, действительно скупой. Он это унаследовал по роду, поскольку карта Крест показывает его характер, который он унаследовал по роду. Эту скупость он унаследовал по роду, и он здесь ничего не может с собой сделать, он боится просто остаться без денег. Может, поэтому вот его подарки, они как бы даже обижают вас. У некоторых это проиграется, что я говорю, что его подарки вас обижают, поскольку вы думаете, что он скупой, но он действительно скупой. И то, что он придет и будет что-то говорить или что-то такое, это 100% будет, но
Карта развилка показывает, что вы не будете ему верить. Вы будете от него ожидать не то, что он вам хочет дать, а чего-то другого. По карте корабль вы от него будете ожидать чего-то другого, каких-то других действий, других подарков, других поступков. И это, да, довольно у многих проиграется такая мысль, что он даст вам не то, на что вы надеялись, да, вполне возможно. Совершенно не то, а совсем другое. Я вижу здесь змея, именно в этом раскладе, вот так, да. Здесь видно, что он боится унижения мужского, потому что змея здесь как мужская функция выходит. Я несколько вариантов дам. Змея выходит как мужская функция, потому что он боится, что вот его мужское начало оскорбляется, он оскорбленный такой и униженный, да, этого он очень сильно боится. Крест и змея вот этого своего мужского достоинства, он боится, что его мужское достоинство будет задето. И поэтому он, кстати, сейчас может вас избегать или быть в тени, как бы отсиживаться в своей берлоге, вот по этой причине. Еще девочки, которые думали, что у него есть другая, я не вижу другой. Крест и змея говорят, что у него сейчас нет другой, соперницы у вас нет. Если вы имели когда-то соперницу, здесь разные варианты могут быть, сейчас у него никого нет. Он сейчас один, и соперницы у вас сейчас нет. Какой совет дадут карты Ленорман? Посмотрим вам, лично вам, нам кто смотрит. Карта звезда. На совет это шикарная карта. И что масть перекроет в картах Ленорман, это же как игральная карта, да? Что масть перекроет, очень важно. И здесь вот такую масть, тяжелую масть, конечно, крест крестовый, тоже шестерка крестовая, это трудный разговор с ним. Перекроет карта звезда, очень хорошая карта. И я хочу сказать, что здесь однозначно у многих проиграется, что вы звезда. А раз вы звезда, у вас будет звездное будущее, да? Вы будете очень с человеком счастливы, потому что всю масть перекрывает карта звезда, которая говорит о том, что вы идете к своей звезде, это будет скоро, поскольку червовая шестерка это по ранней дорожке, то есть скоро будет дорога, то есть перемена в отношениях, дорога к нему или у него дорога к вам, если вас разделяли расстояние, связанное с работой, или бытовые, семейные всякие передряги, да, то теперь оправдаются все интересы и надежды по карте звезда. Все ваши чаяния, планы, то, о чем вы мечтали с мужчиной, оправдаются, потому что в матрице вашей судьбы есть он, а в матрице его судьбы есть вы. Матрица – это судьба, да. Матрица, она большая, 360 градусов. Я в других раскладах тоже говорю. Часто мы не понимаем этого, потому что идем по одной дороге, а там есть хотя бы 360 дорог, как 360 градусов. Вам нужно пойти по другой дорожке с этим мужчиной, и вы найдете с ним счастье. То есть тогда уйдет все плохое, да, уйдет все, что вас разъединяло. И даже, кстати, уйдет какой-то стресс или проклятие. Потому что когда мы идем по другой дорожке, все колдуны нас не видят. У них заблокирован взгляд на нас, поскольку мы пошли по другой дорожке в нашей судьбе. Но я в других видео об этом говорю больше, а здесь просто о том, что карта звезда говорит, вы будете счастливы, вас ожидает большое счастье, исполнение всех ваших желаний. И даже не важно для некоторых с этим мужчиной или с новым. Кстати, я же вижу, что некоторые девочки смотрят, кто 10 лет расстался, например, да, и смотрят все равно на бывшего, потому что не верят в возможность новых отношений. А здесь я вижу возможность новых счастливых отношений. Здесь у нас десятка чаш. Это очень-очень супер счастливые отношения для вас возможны. И то, что, может, давало вам тоску, печаль, слезы, то, что вас мучило и тревожило, да, мысли, скорее всего, негативные. Этот расклад развеял все негативные мысли, потому что видно, что у вас в будущем есть звезда. А раз в будущем есть звезда, стройте планы, ваши интересы все будут оправданы, и все увенчается успехом. Любые надежды оправдаются, да, потому что карта звезда – это оправданные надежды. Стройте планы и знайте, что с этим мужчиной вы будете счастливы. Для некоторых с другим, но для очень многих именно с этим. Дорогие мои, это общие расклады, я делаю общие расклады только. И поэтому в них нужно выбирать. Кстати, скажу вам, что кто у кого заказывает, то же самое всегда в гадании. Что-то с вами больше резонирует, что-то меньше, что-то нужно выбирать, составлять свою нить.
в свою картинку мира. Но то, что расклад поможет всем, кто ему позволит помочь, это 1000000%. Уберет все расстояния между вами, все сомнения уберет все препятствия между вами и поможет соединению сердец. Как раз об этом карта звезда. Так что ваши сердца будут соединяться, и вы точно найдете друг друга. А я в этом просто не сомневаюсь. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Знаю, что у вас точно будет все замечательно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте пальчик вверх или вниз. Оцените мою работу, это для вас очень полезно. А также, если нужны уроки по Таро или Ленорман, мой официальный сайт можно найти на всех моих YouTube-каналах. Сайт один, там, где уроки. YouTube-канала у меня много, там, где вы видите мои руки или мое лицо, это все мои YouTube-каналы. Да? Почему много? Ну, потому что я хочу многим помогать. Я знаю, что раньше этого не было. Вот эта народная помощь такая вот, чисто как наши бабушки, прабабушки, там 1000 поколений. Теперь возможно без оплаты наконец, да? С виртуальной помощью. Так что, дорогие мои, пользуйтесь себе на пользу, улучшайте свою жизнь к лучшему, находите счастье. Вот, пожалуйста, рыцарь чаш. А это же кавалер, это же человек, который к вам спешит уже на всех парусах. И с ним будет у вас вот исполнение желаний. Но я больше не буду говорить, потому что в других видео можно еще послушать все, что я знаю в картах, то все, что я честно вижу, все, что я до вас доношу, все это истинная правда. Будем видеться, мои дорогие. До новых встреч.